Всем привет, с вами вновь Антон Логвинов. Да, давно я этого не говорил, но тем не менее сегодня мы не поэтому собрались. У нас выходит Kingdom Come Deliverance 2, и огромное спасибо всем, кто посмотрел обзор и оставил свой искренний комментарий под ним. Было безумно приятно все это читать. Видно, что реакция прям как в старые добрые, и я очень рад, потому что я в этот ролик вбухал месяц. Месяц работы, день и ночь, 3,5 недели. Очень хотел сделать круто. Рад, что понравилось. Спасибо. Но сегодня у нас Kingdom Come уже выходит, и по традиции, да, сложившейся, я хочу дать несколько советов начинающих, тем более, что в этой игре они как-никак, да, могут пригодиться, она довольно жестокая для массового игрока, особенно если вы не играли в первый Kingdom Come. Будет много страданий и непоняток, это часть, на самом деле, кайфа, но чуть-чуть эти страдания это видео поможет, в общем-то, облегчить. Первое, что вы должны понять, что в Kingdom Come, в отличие от остальных игр, вы нахрен никому не нужны, не все к вам дружелюбно настроены, и очень многие вас хотят убить и могут это сделать. Поэтому первое, что вы должны делать в Kingdom Come, это не лезть на рожон, не идти на бандитов со своей жалкой дубинкой или там мечом, который вы где-то там подобрали в первые минуты, и пытаться их наказать в надежде, что вы сейчас качнетесь и пойдете мочить кого-то посерьезнее. Нет, так не будет. То, что вам нужно сначала делать, это заняться собой. Нужно развивать скиллы, ходить по квестам, избегать столкновений с бандитами, реально их обходить, побеждать где-то хитростью, да, где-то смекалкой, ходить на обучение к различным учителям, поднимать потихонечку свой уровень. Ну и самое важное, это, конечно, шмотки и нормальное оружие добыть, потому что они имеют определяющее значение. Так что вот это видео, оно призвано помочь вам сориентироваться в первые минуты игры. Итак, задача номер 1 — раздобыть шмотки. Сделать это довольно легко, но вот сами решайте, потому что я все-таки за более естественную прогрессию, когда вы там тыкаетесь, что-то пытаетесь где-то найти, урвать, в какие-то ситуации влипаете. Но если хотите немножечко упростить себе жизнь, идите рыть могилы. Они на юге от стартовой деревни, от Тросковицы. Сначала вам придется раздобыть лопату. Она есть совершенно точно у торговца, ну или где-нибудь по дворам наверняка валяется. Собственно, берете ее и дуете со склона на юг, вот как показано на карте. И вот у вас будет первая неплохая снаряга, щит, меч, все как положено. Дальше, собственно, в начале у вас есть 3 направления, куда пойти. Это вы познакомились с кузнецом, с мельником. И еще попрошайка рассказывает вам про цыганского воина, который готов всему научить в цыганском таборе. И это, собственно, 3 направления, на которые нужно с самого начала ориентироваться, чтобы получить вот какое-то базовое понимание механик игры и какой-то первоначальный рост скиллов. К кузнецу стоит идти, потому что это прямой способ получить бесплатно себе лошадь. Да, там будет введение в механику крафта, придется паковать железо, что, в общем-то, не помешает развитию вашего героя в будущем. Ну, а самое главное, то, что он даст вам квест на посещение семена. Там будет следующий этап истории, во время которого вас попросят раздобыть лошадь и подскажут, что у местного конюха вот какой-то буйный конь, которого он там где-то подобрал. Вы к нему придете, окажется, что это ваш конь, которого купили по дешевке вот у тех самых бандитов, которые перебили вашу группу. И можно диалогами убедить конюха вам эту лошадь бесплатно отдать. Не обязательно ее покупать. Это имейте в виду. Если вдруг не будет хватать характеристик на убеждение, хотя этого не должно произойти, там даже вот 6 хватает. Приодевайтесь, ищите что-то покрасивее, вот, общайтесь с другими людьми, тренируйте красноречие. Это экономит деньги. Представляете? But I paid for her. Aye, but just a few groschen. You said so yourself. Ну и вообще, это важный урок. Не стоит, в общем, когда вам называют цену, сразу в мире Kingdom Come тратить деньги. Нужно подумать, как сделать по-другому. Как, может быть, убедить, поискать какие-то пути. Ну, если хотите, можно нелегальные пути использовать. Don't worry. I'm no footpad. What? What do you think you're doing? И для этого нужно топать на мельницу, к мельнику. Да, это вот те, кто не играл в первую часть, для них это странно звучит, непонятно, но мельники здесь, в мире Kingdom Come, это, по сути, воровская гильдия. Thievery. Just like Peshek in Ratai.
Если вы отправитесь к мельнику, то очень быстро качнете базовые скины на вскрытие замков, на стелс-убийство и сможете как следует потренироваться. Это тоже то, что люди не сразу понимают, попадая в Kingdom Come, думают, что вот я прошел туториал, все понятно, можно идти дальше. Нет, NPC не зря предлагают повторить, и повторять нужно. То есть уже во время тренировки по подбору замков, по удушениям вы можете неплохо прокачать скиллы, если вы будете подряд несколько раз делать. Want to try again? Rather try takedowns. Там же на мельнице есть бойцовский клуб, там можно подраться, прокачать первые навыки рукопашного боя, которые пригодятся. Ну и третье направление путешествия, которое обязательно, это цыганский табор. Там просто вот качнуть базовые навыки обращения с мечом. Даже на второй уровень туториала вы не сможете перейти. Там просто жесткий чувак, который вас отмудохает. Но хотя бы вы освоите базовые навыки владения мечом. И самое важное, там рядом можно найти барбоса. И там будет сражение с волками, а в пещере неплохой палаш валяться, с которым, в принципе, уже прям хорошо себя чувствуешь в мире игры. Лук можно подтянуть. Есть лесник, у него есть сын, про которого я, собственно, в обзоре рассказывал. Он устраивает соревнования по стрельбе, и там за небольшие деньги можно в нем поучаствовать и тоже качнуть базовые навыки стрельбы из лука, что очень пригодится. You've earned your reward. А теперь вот в каком порядке я бы ходил еще по этим местам, уже имея опыт в игре, я бы, наверное, сначала пошел бы разрыл могилки, взял бы себе первый нормальный шмот, потом бы сходил к кузнецу, получил бы квест, потом бы пошел в Семен, получил бы лошадь, выполнил бы квест с корягой, потому что у тебя в этом квесте есть два пана, которые, в общем-то, практически всю работу делают. И по большому счету исход боя в этом квесте от тебя практически не зависит. Но по итогам у тебя есть лошадь. После Семена я бы отправился на мельницу. Там можно вот поднять первые скиллы, важные для выживания, когда ты мало чего из себя представляешь. Стелс-убийство к ним относится. А потом уже, наверное, стоит идти в цыганский табор, там качнуть первые вот навыки владения мечом. А после этого уже и лук можно подтянуть, и все остальное. Но самое главное, помните в начале игры, что не надо лезть на рожон, вы просто потратите очень много времени, просто избегайте всех конфликтов, столкновений, учитесь, развивайтесь, торгуйтесь с торговцами, это повышает репутацию, повышает скиллы торговли. В общем, делайте все, что предлагает игра, но не залупайтесь на окружающих раньше времени, еще настанет для этого час. И старайтесь всегда думать out of the box. Не так, что вас разработчики здесь за ручку проведут, все расскажут, все подскажут. Они что-то расскажут, что-то подскажут, но нужно обязательно перестраивать свои мозги вот на такой стиль игры в RPG, в Immersive Sim, когда сэндбокс позволяет тебе креативить и нарушать правила. И в Kingdom Come нарушать правила можно как нигде. Ты можешь все, что у NPC есть, реально у них украсть, отобрать и так далее. И это облегчит жизнь, но могут быть последствия. Про это тоже нужно помнить. Старайтесь в этом мире именно отыгрывать ту роль, которая вам нравится. Lord of Hell. The devil. Потому что если вы там, например, свернете на дорожку преступлений, в принципе, все будет хорошо, и вы очень быстро обрастете и деньгами, и шматом, ну, прям как в реальности, да, но неизвестно, какими последствиями придется за это заплатить. Может быть, никакими, а может быть, потом все деревни вокруг узнают, что вы воришка. Ну и, кстати, помните, что все украденные вещи, их хозяева помнят, вот. И не стоит в них расхаживать там, где вы их украли. Лучше их вообще взять, сложить в ящик на несколько дней, пока про них хотя бы все не забудут. Тоже касается окровавленной одежды, да, лучше все время мыться, стирать одежду, но это вы уже в процессе, я думаю, разберетесь. Ну, собственно, это такие базовые советы, да, для начала игры, для новичков. Я просто посмотрел, у нас в телеграм-чатике некоторые уже достали диски заранее, за несколько дней до релиза, начали играть, и я вот прям смотрел, как люди не догоняют до некоторых вещей, и решил записать это видео. Надеюсь, оно было полезным. Если было полезно, не забывайте нажать лайк, сделать подписочку, чтобы удовлетворить алгоритмы. Ну и будет круто, если вы рассмотрите возможность поддержать канал на Бусти, чтобы я делал больше классных роликов. Вообще, я подготовил немало материалов новых, но про это несколько позже, а то вы слишком многого ждать будете. Скоро будет видео. До встречи и приятных вам десятков часов в Kingdom Come. Ordentes fortuna
What?